Друзья, добрый день! Приветствую зрителей на канале Алекс Войда. Мое увлечение все больше и больше набирает силу. А я все больше и больше развиваю свои умения, применяю новые приемы, но не забываю про старые, хорошо известные технологии. Сегодня я сделаю кейс для инструмента. Я сделаю кейс так же, как его сделали бы 100 лет назад, без гвоздей, только на столярных соединениях и клее. Стенки на пазошиповых соединениях и вкладные донышки с выбранной четвертью. Петли, замки, кейс для одного инструмента. В похожем кейсе у меня хранится точный транспортир, которому уже более 80 лет. А что будет храниться в этом кейсе? Пишите свои идеи в комментариях. Будет интересно узнать, угадали вы или нет. Из сосны я склеил щит, выстрогал его до 8 мм, нарезал заготовки стенок и склеил их парами двухсторонним скотчем. Теперь я смогу обрабатывать заготовки за один проход, и детали будут одинаковыми. С помощью фрезера, установленного в стол, я нарезаю шиповые гребенки на торцах стенок. У меня установлена фреза 8 мм, вылет фрезы 9 мм. Шипы получаются немного длиннее, чем надо, так и задумано. Потом я сошлифую выступающие части, и соединение получится чистым и без изъянов. Все заготовки готовы, пора склеивать стенки. Для хранения клея я использую сделанный мною диспенсер для 2 банок клея и кисти. Диспенсер приспособлен для навески на французскую планку, и это очень удобно. Клей хранится перевернутым, и он всегда готов к работе. Переходите по ссылке в правом верхнем углу и посмотрите все 5 кронштейнов, которые я сделал для своей мастерской. Я убрал выступающие части шипов, соединение получилось чистым, подчеркнуто графичным. Шашечки шипов отчетливо видны через пазы, и рисунок дерева подчеркивает это классное соединение. На мой взгляд, именно такое соединение является визитной карточкой столярного дела. А что думаете вы?
Что больше нравится вам? Может быть, ласточкин хвост или шип с контрастными клиньями? Напишите в комментариях. Теперь, когда каркас кейса готов, нужно сделать донышки. Из такого же щита я делаю заготовки и фрезой выбираю четверти по периметру. Заготовки немного больше каркаса. После склейки я опять же уберу излишки шлифмашиной. Опять клей, груз, ночь на сушку, и вот кейс почти готов. Убираю излишки и разрезаю будущий кейс на две части. Именно так делают шкатулки. Чтобы нижняя и верхняя части шкатулок совпадали идеально, их делают из цельного куска древесины, а потом разрезают. Настала очередь петель и замков. Чтобы мелкие детали не терялись на столе, я сложил их в небольшой ящик. Он тоже навешивается на французскую планку. Переходите по ссылке в правом верхнем углу и оцените все 5 кронштейнов для французской планки в моей мастерской. Мое хобби набирает силу, и я все смелее говорю: я Алекс Войда. И чтобы мой голос отчетливо звучал в моих проектах, я сделал себе логотип. Буду подписывать им свои работы, сделаю трафареты и принты. Я уже заказал и получил клеймо для выжигания. Этот кейс будет первой вещью, на которую я поставлю клеймо. Прямо посередине. Поэтому этот проект и называется Логобокс. Это и шкатулка с логотипом, и кейс для клейма. Такой вот дуализм.
Ну что, кто-нибудь угадал назначение кейса? Или я смог сохранить интригу до конца? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В работе еще несколько проектов, и я надеюсь, вам будет так же интересно, как и мне. До новых встреч, всем удачи, пока!